Всем привет, дорогие мои зрители! Мы сегодня с котом просто поболталки, поговорить решили с вами. Сегодня мне пришла тема разговора о том, рассказать опять цели мои на дальнейшую после года расслабления. Что же я такое хочу дальше делать со своей жизнью, со своими вещами и со всем, что я нажила. Итак, я думаю, что можно продолжать, хотя я вижу, что я не сильно подготовилась сегодня, но одну секунду остановлю. Ну, вот так, наверное, лучше будет. Итак, расскажу вам историю сначала, повторюсь, с 90-х годов, как вообще мы попали в Германию и почему мы уже были, или я была уже минималисткой. Это уже как бы по второму разу, можно сказать, по третьему, потому что если взять нашу жизнь в советские времена, мы там все, по-моему, минималистами были, потому что у нас было мало всего, и нам всего-всего хотелось. Помните свои новые? Я, например, хорошо помню свои первые кожаные ботинки или какие-то там кроссовки Adidas, потому что они были такие настолько желанные, что уже желание невозможно было быть. Вот. Итак, когда в 90-м году я сошла с трапа самолета во Франкфурте с маленьким ребенком 4-месячным и с малюсенькой вот такой сумочкой, потому что у меня ничего другого не влазило, спортивных, которые были просто мои личные вещи, там какой-то спортивный костюм, кстати, спортивный костюм ракетка приехала, потому что я знала, что я буду здесь продолжать свою деятельность спортивную. Вот, и я когда сошла оттуда, с этого страпа самолета, я абсолютно не знала, как я проживу следующий день. И я абсолютно не знала, где я буду там жить, где я буду там, будет у меня там что-то для моего ребенка. Я полностью полагалась на своего мужа, который уже находился здесь несколько месяцев. И я думала, что все будет так, как будет как будет. Я вообще об этом не думала. Я думала только об этом дне, когда я туда приехала. Кстати, мы разучились жить вот так вот, думая только о сегодняшнем дне. Это, бывает такое часто. Чем старше становишься, мы начинаем слишком много думать о том, что нас ждет впереди. Вот. И вот представьте себе молодую женщину, 21 год, с маленьким ребенком на руках, приезжает к мужу. А мужа, в принципе, тоже ничего нет здесь. Ну, как бы он пытался заработать денег, он их и заработал даже. Мы поселились первых 2 недели даже в гостинице. Он как бы так с гордостью сказал, я могу оплатить нам гостиницу на троих. Пожили мы там 2 недели, потому что мы не хотели жить в этих особенных домах для беженцев. Вот. И как бы все равно все пришло на свои круги, и нам пришлось там начать, где начинал муж. И когда нам на какую-то комнату выделили, наконец-то, после 4 недель, и мы еще попали в больницу с ребенком, до того еще полежали недельку в больнице, потому что все жизненные условия тогда не позволяли нам нормально вести жизнь здесь еще. И когда мы решили все-таки уже обустраиваться в этой комнате, у нас уже была какая-то старая мебель, которую там ставили, можно сказать, сдавали меблированную. Мы за нее, конечно же, платили, вот, потому что муж работал уже, но по факту у нас не было хозяйства как такового вообще не было. И когда к нам приходили гости, они к нам приходили, даже приезжали жить всякие, посмотрите, где у меня мой ассистент сегодня, вот. Вот он лежит, мне помогает. Вот когда к нам приходили гости тогда, в начале пути, я могу вам по-честному сказать, у меня было тогда уже самое минималистическое решение с посудой. У меня было 3 ложки или 3 вилки, потому что у нас трое, да при том, что у нас было один только бэбик. Которые мы купили за одну марку, тогда за марки были в каких-то секонд-хендах. У нас не было вообще денег ни на что. Потому что деньги, которые заработал муж, когда ждал нас, а это было немало денег, тогда по тем временам 90-х это было немало денег, это было в тысячах, да. Ну, он же себе там какую-то развальную машину купил, когда мы приехали, но когда уже мы это все растратили за первых 4 недели, они быстро улетучились, эти деньги. Ну, муж там, конечно, класс хотел показать, купили коляску, все такое. И вот мы потом сидим, и приходят к нам гости дома. Но у нас, в принципе, кроме 3 ложек нету там или 2 тарелок. Нам приходилось как-то там выдумывать что-то, да. Ну, давайте мы вас там в кастрюле нальем суп, если мы там угощали кого-то что-то. Ну, вот так вот мы жили вначале. И я думаю, что
И вот когда появлялась какая-то новая подушка, или там приезжали гости, говорили у вас, ой, у вас там какие-то маленькие, вшивые, ну, то есть совсем маленькие или тонкие, или какие-то плохие подушки. Я всегда говорила, ну, чем имеем, тем и как бы делимся. Но самое интересное состояние счастья у нас в тот момент, я очень хорошо помню, когда я сказала этого мужу, потому что это было первое наше совместное вообще жилье, потому что до того мы жили с мамой. Несмотря на то, состояние нашего счастья было очень высокое. Я помню это состояние вот такого прямо, мне было так радостно, при том, при всем, что у меня ничего не было. Ну вот как бы у меня был такой муж, был ребенок, я приехала в Германию с нуля, я не знала языка, но у нас не было ничего, ну, как бы из вещей фактически нашего, что нам принадлежало, да, сильно много. Но состояние счастья, оно было такое огромное. А вот, понимаете, сейчас как получается, чем больше у людей вещей, ну, я замечаю просто, да, по многим, тем больше они становятся какие-то, ну, несчастливые. Такие, у них нет этого вот маленького состояния счастья. И я думаю, что мой разговор сегодня пойдет о том, я сейчас, кстати, продолжу, о чем я иду. Две темы будет, по которым будем говорить. Первая тема вообще, зачем я начала это расслабление и как я собираюсь это продолжать. По факту мой канал монетизированный год назад. Я его завела только потому, чтобы здесь вот как бы снимать эти видео о том, как у меня это все начинается, продолжается и так далее. И я думаю, пока все выглядит так, если монетизация будет продолжаться так слабо, я буду продолжать расслабление, я буду снимать эти видео у меня сейчас по плану еще есть видео по каждой комнате. Я просто пройдусь и расскажу, что конкретно было сделано, что еще я хочу сделать и в каком направлении я двигаюсь. Это первое. Вот. Но монетизация канала, она немножко меня демотивирует, потому что я понимаю, что я очень много времени трачу на это. И знаете, вот это состояние счастья, оно почему-то не приходит, потому что ну, ты как-то ожидаешь какого-то результата. Результат действительно виден только по поводу того, когда я вижу, сколько всего я выкинула, или сколько я всего освободила пространства. Тут, да, мне становится легче, понятное дело. Но вот это вот состояние счастья, то, что я вам говорила, когда меньше вещей, когда ты начинаешь без вещей, оно еще не пришло. И я думаю, что это, наверное, такое растущее, его нужно как бы немножко подпитывать, это чувство, и его нужно как-то с этим тоже все-таки работать. Чем меньше будет становиться вещей, наверное, мне будет становиться все-таки легче. Вот. Но по факту монетизация, которую я ждала, очень сильно не принесла мне вот того результата, ощущения, ах, я там что-то добилась. Наверное, я слишком высокие ставлю себе цели всегда, но это у меня по спортивному часто такое бывает. И я уже не радуюсь вот этим маленьким целям. То есть мы вот тогда, когда приехали, я радовалась тому, что я в Германии, что я наконец-то здесь, я наконец-то с мужем 9 месяцев мы не виделись, он не видел своего сына, нашего сына, и так далее. Я радовалась вот этому маленькому состоянию счастья. А сейчас для меня вот эта вот монетизация канала, я почему-то думаю, что то, что я уже за год монетизировала, расслабила, все это сделала, это все этого мне почему-то мало. И вот не знаю, давайте про это поговорим. Почему нам становится в конце всего мало? В конце, я не знаю, как это сказать, когда-то становится в жизни всего мало. Это видео будет просто болталка. Я знаю, что никакого кликбейта здесь нету, никакого, это просто вот выражение моей, как сказать, вот сегодня мне пришло так с вами поговорить, и я решила с вами об этом поговорить. Ну давайте обсудим. Когда же человек счастлив на самом деле? И сколько нужно мало для счастья? Для этого разве нужны вещи? Мне кажется, для этого не нужны вещи. Но кто-то скажет, без денег нету и этого счастья. То есть если у тебя нету финансовой какой-то стабильности, нету какого-то финансового баланса, который тебе позволяет вести какой-то такой более-менее, ну, по крайней мере, тогда у нас были уже хоть какие-то деньги, чтобы остаться жить в Германии в плане того, что мы зарабатывали на жизнь и не получали от Германии. Ничего здесь. Да, это какой-то должен быть, ну, мешок безопасности должен быть, наверное, для того, чтобы все-таки состояние счастья это было. Ну, давайте про мешок безопасности и про состояние счастья. Зависит ли оно от количества вещей? Это был опять я, ваш минималист, начинающий, продолжающий, который еще сейчас находится
на таком участке пути, который немножко вызывает сомнения. Я хочу немножко поддержку вашу. Дайте мне, пожалуйста, эту поддержку. Потому что я сейчас раздумываю до конца года еще тут, как говорится, как это говорили, это слово, заколебаться, это нельзя говорить, ну как-то немножко постараться, и тогда посмотрим в конце года, потому что мне надо хотя бы для монетизации сделать 20 видео, около 10 что-то у меня еще есть, и чтобы посмотреть вот конкретно на объем того, что мне дает реклама. Но пока это просто копейки по сравнению с тем. Я, кстати, второе, что хотела сказать, я сниму обязательно видео, сколько же я заработала на Ютубе с того времени, как я монетизировала, и после того, как я год веду вот этот канал. Вам будет интересно, сколько я тратила трудов на это, и сколько на самом деле я заработала, который еще, кстати, даже не выплатил мне еще YouTube эти деньги, потому что есть там одна сумма, с которой начинается только выплаты на YouTube. Вот, короче, я еще даже не доползла, но эта сумма как-то накапала на мой счет ютубовский, AdSense, и там еще немножко, не хватает половины, можно сказать, того, чтобы мне выплатили. Ну вот как-то так, про это тоже будет еще видео. Оставайтесь со мной, подписка, заходите на мои старые видео про расслабление, про легкость к жизни и так далее. Это был ваш вдохновитель в порядке. Пока!